Типа, вы просто видели Кратоса? Он буквально страшило, как вообще они могут ущемляться с Фей после его лица. За что мне это, богиня? Hello, beautiful, вы на канале Twinkie Talks, и я клянусь, я долго думала о том, стоит вообще оно того или нет, и нужно ли делать про это видео или нет, но последней каплей стала даже не God of War, а Stellar Blade новая часть. Девочки плюс сказали делай, и, ну я думаю, фиг с ним, погорю, выскажусь и нормально будет. Пусть даже видео, если на 5 минут, мне пофиг, я не смолчу. Вообще, я еще в ТГ-канале до выставок, до всего этого горела на инцелов, и насколько они вообще в край офигели, зажрались, и насколько у них наглости, даже смелости хватает, чтобы выкобеливаться. Ну, повторить это лишним не будет, я думаю. Это страшно, это недостаточно белое, это не секси, это некрасиво. Себя женщиной ассоциировать не могу, за некрасивую играть не стану. Ой, а я могу, но она такая мерзкая, что я не хочу. И это не так, и то не так. Ей, богиня, вы там что, вообще сказились, что ли? Нет, они-то и раньше верещали, но вот буквально за последние недели-две прям у них какой-то, я не знаю, их попёрло. Я бы сказала, это весеннее обострение, так вроде ж уже и не весна. Ладно, давайте по порядку. Короче, в новой части игры God of Disgusting, то есть, God of War, ГГ будет непривычный, облюбленный мужчинами Кратос, а Лау Фэй, я буду дальше называть ее просто Фэй, это воительница, великанша, плюс мать Атрея его зовут? Ну, Атрея будет. И жена Страшилы. Ну и, конечно, у инцелов жестко бомбануло, так что, я не знаю, я аж до финки свет видела, я вам отвечаю, остаточные осадки, может, задела чутка, без понятия. Оры были буквально про все, начиная стандартными, уже даже немножко привычными, наверное, потому что, как мы помним, есть только два пола, мужчина и повесточка, и заканчивая их мемами с помощью яишки про то, что женщина будет борщ варить и стирать, гафл ландри. Ну и, само собой, разумеется, крики о том, что она вообще выглядит неприятно, фу, и женщин как-то слишком много, заполонили мир, забаррикадировали исконно мужские игры, все тренда воук. Честно говоря, у меня такое ощущение, что они с инкубатора появились, знаете, на улицу всю жизнь не выходят, и я просто иначе их истерию понять не могу. Перво-наперво мне хочется упомянуть про их вой насчет внешности Фэй. И тут мне даже как-то тяжело, просто потому что просто по факту того, что как кто-то, кто играли за Кратоса, могут осуждать внешку Фэй. Вы вообще видели Кратоса? Да, у меня от воспоминаний его таблачко, да, там аж сжимается от страха. Он буквально один из самых агли персов вообще, что я видела. И когда мужчины на полном серьезе начинают говорить что-то про внешность Фэй, после этого вьетнамского флешбека в виде лица Кратоса, у меня просто ступор и шок какой-то. Вы его видели? Их вон даже в трейлере на мгновение рядом показали. И с этого различия я офигела и просто не выфигела. Вроде ж откинулась она, а трупный почему-то Кратос. И типа, мало того, что он лысый огромный чертила, который ходит с лицом, будто ему под носом говном намазали, и он понять не может, где, воняет, откуда воняет. Так он еще и с мальчиком, не самым приятным на фейс ходит. И это какой-то даблкил, это два уродца по цене одного. Зато как девочек, подростка, детей, им подавай красотулечек. Элечка, Дианочка, прочие вот эти. А иначе что? Иначе снова вой. А я фиг ли должна смотреть на этих опёсных гомункулов? Привыкли в своем мане-мирке сидеть и думать, что их внешка и так сойдет. Не обезьяна и нормально. И вообще, мужчина должен быть чуть-чуть красивее обезьяны. Знаете, вот это вот старые слова. Я их часто слышала раньше вообще, господи, я не грыбу, кто это придумали, покажите мне этих людей. А самим им подавай какую-то вайфу, милашку, няшку. Но не, так это нифига не работает. Кстати, вот еще. Я удивилась, что какой-то куб в трейлере, не тот, что с Фэй рядом показали, я удивилась, что его хейтили, потому что, да, я рада была бы больше компаньону Кубу, чем сыну Кратоса. Куб всяко лучше выглядит, интереснее, ярче, ему глиттера маловато, я согласна, но это уже что-то как бы. Я про Кратоса, высказала все, что я думаю. Если кому-то не нравится, то бывает, но я думаю, что это самый страшный персонаж, которого я видела. Ладно, еще в Сталкере очень страшная, и еще в Дофигалионе игр тоже. Кратос это прям вот... Это уровень. Вот, и девочки еще кидали всякие переделки, как его переделывали, чтобы неповадно было. И я бы даже за такого, может, поиграла, только бы еще тело ему изменить. Ладно, так сойдет.
Слушайте, я, наверное, потом даже, когда буду делать видосы про моды, я поищу моды на Кратоса. Может быть, там кто-нибудь сделал какой-то мод типа Кратос Хёнджин, или там Кратос Астариан, или еще что-нибудь, или Кратос Сайлас. Ну, что-нибудь такое, знаете, чтобы не плевать с первого захода в игру. Это на самом деле моя любимая тема. Гореть с Кратоса, Геральда и прочих Джоэлов, там вот этих вот челов, которых все мужчины начинают просто боготворить, типа, о боже, какой он классный, вот он такой накачанный, он такой брутальный. Почему мы не воем? Я ж хз, почему вы не воете? Наверное, потому что вам, ну, очень нравятся брутальные мужики, и типа... Ну, мы поняли. Ладно, возвращаясь к Фэй, челы начали скидывать героиню из игры с неудачных ракурсов, а ее актрису, которая ее играла, то есть, кидать студийные фотки с фотошопом, мейком на лице, и, мол, вот смотрите, их спецом уродуют. Я не знаю, они специально придумывают вот это дерьмо, или они дурачками прикидываются, или они реально думают, что, ну, реально не видят, что ли? Потому что если нормально лицо героини и актрисы ее сравнить, то они буквально идентичные для меня, они один в один, даже родинки. И тут вот отлично видно, что они похожи капец. Где, кого, куда уродуют, я вообще без понятия. Ох, хотя чё я... Они тут умудрились увидеть, что она, мол, не похожа на актрису-модель лица, но в Stellar Blade они искренне доказывают, что ГГшка копия ее актрисы. И тело у нее вообще один в один. Ну, вы что, не видели их? Ее вообще не меняли? Она вот такая, как есть, такая, как ее актриса. Хотя... Ну, там надо быть совсем слепыми, чтобы не увидеть, что ее меняли 100%, абсолютно точно. Я хз. Не, мне даже впадло начинать эту тему. И кто хотят, сами видят, кто... Самые ленивые, я вот вам советую, видео у Мисси есть, она там тоже об этом упоминала. Короче, как Фэй еще в игре и подкрашенная губы, реснички, волосы длинные распущенные, и худая она, в принципе. Буквально, казалось бы, придираться не к чему. Если ты, конечно, не гуннер, что женщин в азиатских играх видел или в проне и все. Я понятия не имею, как, по их мнению, должна выглядеть женщина-воительница 35 плюс лет, которая только что восстала из мертвых, но я явно чувствую, что дело тут вообще не в том, что она женщина, потому что им такое никогда не мешало. Если она молодая, например, а еще лучше ребенок, но об этом позже, и сексуализированная. Тут им вообще ничего не жмет, нигде не мешает, все нормально, можно поиграть. И, кстати, там еще следом потом на другой выставке вышел трейлер к Fable, и там мужчины тоже успели уже засрать эту женщину и высрать, что она не похожа на актрису ее, хотя они тоже очень похожи, и при этом стрёмный мужик с усиками. Я без понятия, кто он там, мне вообще все равно. Но он был, по-моему, с самого первого трейлера, и в этом трейлере он тоже мелькал. Им вообще ничего не... Ну, им нормально. Они не увидели ничего такого. Чисто чел буквально хоррор ходячий, а они про него ни слова не сказали. Зато вот женщина, которая неплохо выглядит, привлекательная, довольно героиня даже, им плохо. И вот тут им плохо, а вот тут им нормально. Непонятно. Дальше снова вот эти вот их мемы, шутки про то, что ой, богиня посудомойки. Они буквально делали вот это и считали это смешным. И я представляю, конечно, как челы такие сидят и думают, ща я как сделаю мемчик, что женщина в игре стирает и готовит. Вот это смеху будет. Ой, простите меня, у меня очень сильно горело, пока я писала. У меня горело за этого несколько дней, потому что, ну, такого обилия долбоизма я просто... Я не знаю, мне это в голове не укладывается. Там еще потом другие мужчины писали, что типа вот теперь играбельно. То есть, окей, фиг с ним, опустим этот недоюмор. Хорошо. Но они правда не хотят играть в нормальную игру с нормальным геймплеем, с интересным сюжетом. Если там есть женщина, но если точно такая же женщина будет в игре, и там надо мыть посуду в геймплее, то это уже можно попробовать уже играбельно. Я хз, чел. Пойди в жизни лучше мамке посуду помоги помыть, если ты, конечно, до кухни дорогу найдешь. Вообще там на днях еще тоже кадр интересный был у нас в чатике. Он там что-то про Фэй писал тоже, но там неинтересно, скучно, никаких вообще аргументов у него никакие. Но он смешно так начал говорить, что женщины намеренно уродуют в играх, ну тоже вот этот тейк. И, мол, вот в нулевых женщины были в играх, ай-яй-яй, просто девушка-красавица. И ему Мисси закономерно скинула этих девушек из нулевых упомянутых. Ну, что-то ему не понравилось. Он что-то такой, блин, ну ты... Это не то, я же не это имел в виду. Она спрашивает, а что ты имел в виду? Скажи мне, что ты имел в виду. Давай покажи нам, что ты хочешь сказать. Сказал ли что-то чел? Нет. Не потому, что я его забанила, я забанила его позже, а потому, что просто ничего не сказал, а продолжил выть о том, что нет, это не то, он имел в виду не это и прочее. Аргументы были, аргументов не было, он просто не это имел в виду, все. Ну ладно.
А, не, я вспомнила еще. Он буквально пришел в чат женщин, геймер с фем-тематикой, где все либо играют, либо так или иначе знакомы косвенно, не косвенно с индустрией, с играми, вот со всем этим варятся в этом. Как минимум они подписаны на меня, даже если лично не играют, а я про игры пишу постоянно. И он пишет нам в этот чат вот это. Современные фемки в игры не играют, даже просто орут, а то мы ж там, блядь, все мужики под прикрытием. Что в голове? Нет, таким даже статистика исследования, наверное, не нужны, они не поверят. Ой, а как они ныли, что у них игры отбирают. О, я про исследования, кстати, делаю видос, я его готовлю, но я все его никак не доделаю, там просто тоже большая тема. Блин, как у них игры забирают, когда женщины в игры всегда играли, и женщины в играх всегда были героинями. Просто другой вопрос, что мы либо пол скрывали, либо молча сидели просто. И вот в отношении героинь на второстепенных ролях они были чаще, чем на первостепенных. Окей, опускаем, да, походу. Ну, мы великие слепые, просто мы не знаем об этом. Но на самом деле это такой бред. У них забирают их мужские места. Да. А то, что изначально были куча игр, где ГГшки женщины, а не мужики, ну, они и там орут и поднимают, конечно, петушиные горлопаны на этот счет и насчет их внешности женщин. Типа, ой, что, фу, опять же, женщину играть, а, нет, о боже, женщина. Я не знаю, есть ли хоть какая-то игра, насчет которой они не орали с женщиной в главной или второстепенной роли, не азиатская и не от каких-то... Не там, где женщины тупо сексуализированные куклы, знаете, объективированные вот эти вот, как в том же Ведьмаке или еще где-то. Ну, типа, я не про эти игры, я не об этих играх. Тут они не орут, тут ничего не жмет, тут нормально. Там еще много челов было, которые писали про реалистичность женщин в играх и ставя в пример Stellar Blade. И это крайне смешно, потому что у них нет проблем с нереалистичными мирами, нет проблем с ужасно стрёмными мужиками, красивых, из которых... Я имею в виду по фем-гейс и для женщин, не брутализированных амбалов, старых при этом, можно по пальцам одной руки посчитать. И нет проблем у них с накрашенными в боях женщинами, с телом инопланетянок, с гиперлордозом, с отсутствием ребер, с сделанной грудью, с пластикой, с одеждой, которая жмет во всех мыслимых, немыслимых местах. Тут буквально у них ноль претензий, ноль проблем, и все испаряется мгновенно. И это, ну, реалистично, да, это вообще абсолютно так, как в жизни и было бы. Но если женщина посмела не выглядеть как сексуализированная кукла, ну хотя бы быть невинной молодой, и что хочется ее защищать, то ну вот это уже как бы навязывание. Одни пишут: о нет, нереалистично, а то мы ж все поголовно должны быть секси для них, любимых, да, абсолютно точно, а другие орут: о нет, реалистично, нам что, навязывают реальных женщин? Вот этот кадр был вообще смешной. Я не шибко люблю фразу про то, что, типа, знаете, как говорят, что чел незаметно сделал камин-аут, но в этом случае, когда он говорит о том, что ему реалистичных женщин навязывают, но мы тоже поняли, хорошо. Мы, конечно, к Stellar позже перейдем, но вообще как меня добивает, когда они прям начинают на серьезных щах доказывать, что вот эти тела перекособоченные женские из Asian игр, это реальные, нормальные, и вообще женщины так и выглядят. И мы опустим, что так выглядят только с вмешательством пластики, мейка, фотошопа, но это другое, я хз. Просто честно, мальчики, я хожу в бассейн каждые пару недель, и за один день я вижу больше голых женщин, чем вы за всю свою жизнь. И вы будете пытаться доказать, как мы там выглядим или не выглядим. Я вас, возможно, сейчас шокирую, но лучше закройте ушки, если вы не готовы. На вот этих отфотошопленных, сексуализированных кукол может чисто случайно попасться 1 на 1000. И у той, кстати, будут и волосы на теле, потому что, о богиня, у женщин растут волосы, и растяжки, и целлюлит, и прочие штуки, которых вы как огня боитесь с вашими стандартами. Спасибо за внимание. Снова возвращаясь к мужчинам в играх. Я, честно, раньше никогда не ныла про то, как они там выглядят, даже если мне лично они вообще не нравятся или даже мерзкие. Мне, да, мне не хотелось играть за мужчин, потому что я не мужчина, но ладно, чё мы не терпели, будто бы это, господи, столько лет, что окей, будто непривычно. Вот, и я уже упоминала, что для женщин красивых мужчин по пальцам можно пересчитать в играх. И за последние несколько лет даже все, что есть вспомнить, это там Астариан, парни из Let's, я хз, Леончика они часто вспоминают, да уж, много примеров, много. Потому что больше просто не про кого. И при этом того же Астариана, например, они постоянно обсирают. До сих пор, вы прикиньте, сколько уже, 3 года прошло с момента выхода игры? 4, сколько? Больше 3? Не знаю.
И они до сих пор, я встречаю их комментарии о том, как они его ненавидят, какой он манерный, фу, я его вообще кокнул в начале игры и не брал с собой больше, фу, ужас, какой кошмар, катастрофа, давайте ему жопу уменьшим. Кто помнит, те помнят, я уже не раз говорила про этот мод на уменьшение жопы, ну, я не знаю, это зависть, конечно, так зависть. И снова же, они думают, что вот этот Геральт, Джоэл, Кратос красавчики, но проблема с тем, что они старые, морщинистые мужики, даже без минимального мейка, у них нет. Ну, не дай богиня, женщина с морщинками без груди 8 размера. Это конечное. Честно говоря, я предлагаю просто быть как инцелы в этом плане, потому что, ну, мне так надоело. Я предлагаю в каждой игре с непривлекательными для женщин мужчинами кричать о том, что это вообще за ужас. Я хочу писать, не знаю, ревью-бомбинги, как они любят, потому что это делают в основном именно они, но окей. Почему бы нам не играть так же? Я уже высказала свое мнение на этот счет в ТГ, но я повторюсь. С какого фига я должна играть за мужчину? Типа, окей, если в игре нет женщины ГГ или хотя бы выбора пола, то делайте так, как всегда делали для мужчин. Ну, то есть, чтобы нас привлекал ГГ, чтобы он был полуголый, объективированный, с милой мордашкой. Я не знаю, но это же даже для компании лучше, потому что это позволит им не терять огромную часть платежеспособной аудитории, и плюс женщины статистически чаще делают всякие там арты, фанфики, видосы, эдиты и что угодно, чем продвигают игры. И если там будет кто-то, на кого женщины смогут словить гиперфикс, то компании ж даже больше будет профита, чем с обычного подлизона мужикам. А то как мужчинам за женщину играть, так они не хотят, если только та не выглядит как кукла. А вот с какого фига кто-то думает, что мы хотим играть за мерзких, неопрятных, неприятных мужиков? То, что женщины меньше ущемляются и не орут об этом везде повсеместно, это не значит, что нам ок. Просто мы как-то понимаем, что в игре не внешка ГГ самая важная первоочередная проблема, да. Мы понимаем, что там есть геймплей, сюжет, что это типа, ну, игра, мы должны получать какие-то эмоции, а не смотреть со всех ракурсов и сторон на то, господи. Есть ли там морщинки у этого мужика? Блин, ну вот тут, мне кажется, морщинок больше, чем нужно было. И типа, я бы ни слова об этом не сказала раньше, но чисто из-за оров мужчин я не хочу молчать, мне просто надоело. Потому я решила, что в целом игры с ГГ-мужчинами я буду игнорить, но если прям мне очень-очень интересна игра, то окей. Хорошо, допустим, я куплю, я поиграю, но в отзыве я все равно напишу и паною о том, что он какой-то не очень привлекательный, можно было и красивее сделать. Просто из вредности, потому что я крыс-кота еще, почему нет? Потому что если они орут, то я буду орать еще больше, просто вот специально. Про то, что мужчины считают брутализированных персов привлекательными, ну, мужчин, конечно, ну, окей, давайте тоже промолчим. Я хз, что вам там медом намазано с этими огромными амбалами, но мне и большинству женщин, насколько я вижу, огромные скалы-качки не нравятся. Ух, снова же вспоминая этого Кратоса, мне плохо становится. Я не хочу смотреть на его лицо, но мне придется, пока я буду делать видео. О, боже мой. Почему-то для них красота женщин в играх — это прям бетонное требование, в то время как для мужских героев это просто такая редкая возможная опция. И то часто с пометкой, что привлекательные они будут для других мужчин, а не для женщин. Ладно, давайте пойдем дальше. Что интересно, пока с одной стороны мужчины рассказывают нам, что Лауфей недостаточно красивая, непривлекательная, и играть за женщину они вообще не хотят, это повесточка, на соседней презентации показывают другую героиню, и почему-то там таких истерик уже нет. Короче, чтобы вы понимали, как это было для меня. Я смотрела выставку, мы еще в чате с девочками параллельно там обсуждали это все, и я вижу, что показывают трейлер. Я вам клянусь, еще до того, как показали лицо девочки, я подумала, у меня в голове мелькнула мысль: о боги, это же не Stellar Blade, просто прошу, нет. Скажите, что это не новая Stellar Blade. Я серьезно, вот буквально первые секунды, как показали этот трейлер, я подумала об этом, и я такая сижу: господи, боже, пожалуйста, пожалуйста. Я там даже, по-моему, написала, после того, как уже показали ее, там, первые кадры с ее лицом, я написала: о, азиатская игра. Ну, типа, там было видно, бесспорно, 100%. Но окей, хорошо, сижу и просто молюсь всем богиням: господи, только не Stellar Blade, потому что девочка на вид лет от 11 до 15 не старше. Думаю, умоляю, пусть я ошиблась, пусть это не Stellar Blade, ну хорошо, что угодно уже, только не это, ну, иначе это просто полный пиздец. И дальше этой ребенке показывают трясущуюся жопу на весь экран, и я понимаю, что это все-таки полный пиздец. И, увы, я была права. Stellar в рот его Blade 2. Огромные глазки, маленький носик, пухлые губы и вот эти вот щечки. Щечки меня вообще добили, потому что это какая-то детская припухлость, мне кажется, вообще. Типа, только
слепые не увидят, не подумают, что это дитё. Она будто только вчера под стол пешком ходила, я не знаю. Я даже маме показала ее вообще без контекста. Я ничего маме не сказала ни за игру, ни что это, ни как это. Я просто показала ее лицо с вопросом: как ты думаешь, сколько лет героине из игры? И она говорит: ну, где-то 15. Ну, логично, что... Ну, это даже мужчины заметили. И вот у меня просто вопрос: как? Какого хрена? Разрабы Stellar Sheet как бы и раньше детей сексуализировали, но просто я не знаю. То есть они буквально пришли и показывают куче людей игру с героиней с детским лицом и телом взрослой сексуализированной, где камера акцентирует на ее всех частях тела. Она ставится в жуткие нереальные позы, и вообще это полный кринж. И все сидели типа смотрели это? Им окей? Потому что если им не ок, то я не понимаю, почему не вижу комментариев от крупных студий. Ну, боятся или что? Ну, понятно. Окей, я просто представляю свое табло, если бы я была на месте тех людей в зале и увидела бы это. Если это не расширение к Навертона, то что? Потому что Гуннер и ПДФ, я уже говорила, они вообще больше не скрываются. Вообще буквально совсем. Мне даже не особо есть что сказать насчет дитя из новой Stellar, потому что у кого есть глаза и разум, они отлично понимают, что это какая-то дичь, а у кого мозг состоит из инцельского и гуннерского говна, из каши, ну, вы, конечно, будете визжать. Я, правда, сижу и сидела и думаю, что еще мне сказать на этот счет. Разве просто увидеть, показать вам этого будет недостаточно для понимания? Я, короче, повставляю скрины, потому что мне, правда, мне нечего больше сказать. Мужчинки еще так смешно начали сравнивать азиатские и американские игры. И как бы я знала, что стандарты в Азии в целом PDF-ские, и там очень грустная история сама по себе, но понять не могу двух вещей. Во-первых, почему тогда мужчинки не сравнивают тех же мужиков из игр? Спасибо девочкам, которые сделали это за меня. А во-вторых, они еще так смешно на приколе, не знаю, сидят и выдрали там один какой-то кадр из этого трейлера, где героиня хотя бы маломальский, из новой Stellar, выглядит капелюшечку более взрослой, чем везде. То есть не как ребенок, а как... не как ребенок, это все, что я могу сказать. Как подростка все равно выглядит, и все равно до 18 лет. И такие: вот, смотрите, красотка глаз играема. Зато остальные моменты, где она буквально на 13, они типа, что, снова великие слепые? У меня буквально сестре скоро 16, еще 15 лет, и она выглядит старше вот этого младенца просто. Я вам серьезно говорю. У меня еще сестра, и когда это показала, она спросила, типа: господи, скажи мне, что я не выгляжу так. А я вам говорила, что даже куча мужчин заметили, что она дитё. И даже, что удивление, сами гуннеры отлично знают, что она выглядит как ребенок. Они это сами писали, я видела комментарии от них. Просто с той позиции, что им пофиг, конечно, но это уже другой разговор, но буквально все заметили это. Вот этот скрин — это вообще нечто. Жена, которую заслуживает Кратос, реально выглядит возрастом его сына. И на это, кстати, тоже многие уже ополчились, что нет. Тут отлично все видно, все ясно стало. А то ж, если не сравнить, то это ж незаметно, я грыбу. А еще там были другие гуннеры, которых... прям отдельный вид, я не знаю, как прокомментировать, которым вот эта вот героиня, она слишком мальчиковатая, им не хватало длинных волос большего размера ягодиц и груди, потому что, она капец как пацан вообще. Пу-пу-пу. А еще есть у них такой прикол, орать, что, мол, нет, азиатки просто молодо выглядят, вы не понимаете, это нормально. Я не знаю, они, может, чуть-чуть реально начали путать прон или аниме с жизнью, я понять не могу, потому что я видела, как выглядят азиатки. Обычные среднестатистические азиатки, без кучи пластики, потому что все мы отлично знаем, что у них это обыденное, что у них это в норме, что у них это вообще как в магазин сходить. И никто из них не будет, и не только из них, и не из азиаток, никто в 25-40 лет не будет выглядеть на 13. Если вы вдруг такую в интернете увидели, то я вас, конечно, поздравляю. Это, скорее всего, мужик под фильтрами. В целом, когда кто-то говорит, что женщина может выглядеть младше, да, такое может быть, я не спорю. Мне тоже иногда говорят, что я выгляжу младше своего возраста, но другой разговор то, что она может выглядеть младше, действительно, но все равно видно, что это не ребенок и не подростка. Видно, что она не подросткового возраста. И бэйби-фейс тоже может быть. Но, честно, я хочу сказать по своим наблюдениям, что их очень мало. Могу навскидку вспомнить разве что актрису из «Ходячих», которая Бет играла, Эмили Кинни. То есть ей сейчас 41 год, и по сути у нее бэйби-фейс. Да, она выглядит молодо, типа все такое, но все равно понятно, что это не ребенок, понятно, что она не подросткового возраста, хотя у нее и бэйби-фейс, это, все равно видно. Не, иначе я хз, может, конечно, они думают, что в 30 лет женщины выглядят как сморщенный изюм, потому что для меня
странно, когда кто-то не понимает, что, ну, нет. Ну, или они просто настолько пытаются оправдать свои PDF-наклонности, находя миллион отмазок. Ну, это сильно. Подводя итоги, хочется спросить, если мужчины не хотят играть за женщин, то почему они не против играть за сексуализированных женщин и детей? Потому что проблема тут, очевидно, совсем не в героинях, не в том, что, о нет, женщину добавили в игру, а в том, как эти женщины выглядят. Подходят ли они под рамки ПДФ и инцелов? Нормально ли они сочетаются со вкусами гуннеров? У них просто не было ни одного бы визга про жену Кратоса, и я в этом уверена на 100%. Если бы в новой God of War она выглядела пластической куклой. Они бы тогда не ныли. Не то, что их любимого Кратоса вытеснили и вообще теперь женщины заполонили этот мир. Не было бы никаких хорроров про то, что, ну блин, ну это вообще она не похожа на реальную женщину. Ничего бы не было. Они бы напротив орали бы и радовались криками «Выкусите фемки!», делая из этого события просто мирового масштаба. Очередной раз... По сути, мы наблюдаем сейчас их двуличие. Ну и то, что они от своих пронов и того, что им везде подлизывают, совсем поехали уже и не воспринимают живых реалистичных людей. Типа мужчины просто видят какую-то героиню, и автоматом у них, наверное, в голове возникает мысль, что ну, что-то она не тянет на пронские стандарты. Вон вообще в Stellar Blade такая подросточка красивая, просто вот такую нам надо. Бро, ты точно в игры играть пришел? Точно? Ну, по назначению, куда надо? Тебя вот точно игры интересуют 100%? А потом они говорят, что они великие геймеры и не пальцем деланные, а мы, женщины, то только в Симсы играем. Ну что тут еще добавить? Мужчинам не интересны игры искренне, как я уже и говорила. Если для них что-то меняет наличие женщины в игре, если что-то портит, или портит отсутствие сексуализации. Если вы не можете или не хотите играть в игру, потому что там женщина сильная, ГГ, без конвенциально привлекательного красивого лица и тела, а лучше просто вся пластиковая, то у меня, конечно, для вас отстойные новости. Девочкам моим твинчулям просто согласным передаю привет, а остальным соболезную. Господи, богиня, помилуй. На этом все, твинчата. Если вам зашло, подписывайтесь, ставьте лайки. Если нет, то тоже нормально. Всем пока. О, вот так нормально. Ну, это вот так. Это сильно ярко. Хотя, блин, а не пофиг ли? Как лучше? Я вообще, я хз. Пусть будет. Пофиг.